посмотрите, какая красота растет у моей дочери. Этот каланхоэ дарили ей на 23 мая, на день рождения. Его подарили, правда, он уже был почти со всеми вялыми цветочками. Отцветал. Вот здесь было немного цветов. 3 было вот этих вот цветоносика с цветами. Уже почти все отцвели. Я обобрала все цветы. Это вот как раз к тем моим зрителям, кто спрашивает, как заставить цвести каланхоэ дома после покупки уже, когда отцвел. Вот смотрите, он почти весь отцвел. Я обрезала все цветочки вялые. Видать, уже заложены были все равно бутоны. Он продолжил здесь сначала цвести, а потом резко появились новые цветоносики. И смотрите, какая шапка цветов прям по кругу. Это просто какое-то чудо. Вот здесь так вообще, смотрите. Ну не прелесть. Просто шикарный. Но вот таких больших листьев я не могу добиться, например, дома от своих каланхоэ. Не зная, чем их подкармливают, что он вот такой пышный. Вот такие огромные листики. Дома вырастают, ну вот. Вот такие, не больше. А у этого, вы посмотрите, лопухи какие. У меня дома оранжевый, а у дочери желтый. Тоже махровый, вон какой. Красота. Просто красота. Кстати, мой надо тоже пересаживать. Покажу вам, в каком состоянии мой, какие листочки у него. И будем потрошить. У меня 2 горшка, в одном просто 2. Ну, покажу какой. Будем пересаживать с вами вместе. Вот еще полюбуйтесь немножко на дочери. Вот такая красота. А вот этот же красавчик 5 месяцев спустя. Без ухода совершенно. Вот что получается, когда не ухаживают за каланхоэ. Ну, приведу его в порядок. Сейчас уже начала обрезать. Вот здесь цвет сухой был еще. И посмотрим, какой красавчик потом будет. Самую верхушечку от этого каланхоэ я срезала черенок, разделила его. Вот поставила, просто воткнула вот так вот в землю. Сейчас посмотрим, что получилось. Самый крайний вот этот вот нижний черенок. По-моему, на нем ничего нет. Вот такой череночек. Смотрите, там уже и корни есть. Я прям при вас вот так его раз и сажу. Второй. Аккуратненько берем. Смотрим. Тоже что-то уже корешочки есть там, да. И садим. Все. Вся посадка. Сейчас немножечко прижать. И полить. Так. Вот и вся посадка. Еще немножко потом полью. Вода сейчас, чтобы не выбежала просто здесь. Все. И в таком положении он будет расти дальше. Если нужно будет, я потом прищипну макушку. Этот, смотрите, вот я домой когда принесла, был только один вялый листочек. Вот это уже за неделю здесь выросло. А 3 месяца назад, как я говорила в видео, буду потрошить. Я распотрошила уже этот каланхоэ. Кому интересно, оставлю ссылочку. И в подсказках оставлю. Смотрите, он уже набирает цвет. 3 месяца назад я его обрезала весь, пересадила. Вот, пожалуйста.
уже кое-где есть цвет. Не везде, но начинается. Тут пока нет. Тут тоже пока нет. А вот здесь уже тоже есть. Второй горшочек, который я не знала, куда девать, слишком много было. Тоже все, вот она растет прекрасно, но пока цвета нет. Но я думаю, не за горами и тут цвет появится. У меня недавно в комментариях спрашивали, опадают листочки нижние. Ну, у меня тоже опадают. Это все естественно. Ничего страшного. С этими каланхоя, наверное, еще одну процедуру до цветения я сделаю. Я их вытащу, углублю поглубже, прям вот до листиков. Вот, допустим, вот он оголился. Я его вытащу, прорыхлю землю и вот до сюда обратно посажу. То, что говоря, мы всегда вот, кто цветами занимается, говорим, посадил и забыл. Ну, знаете, это да, это все так, но за цветами все равно нужно следить. Это ж не пластиковый цветок. Надо смотреть, развивается он, не развивается, дает ли он цвет или не дает. Если бы он совсем не будет давать, да я и макушки ему обчикаю и посмотрю, будет он давать из пазух вот где-то здесь или нет. Так что кто задает комментарии, пишет комментарии, что не цветет каланхоя, всех, пожалуйста, приглашаю в плейлист «Цветы». Там про каланхою много есть. И не надо писать, что ерунду говорите точный рецепт. Как это сделать? Цветы нужно любить и наблюдать за ними. Вот это самый главный рецепт благополучного цветения. А так, ну вот, за 3 месяца, опять же говорю, смотрите в каланхое, как делала я, допустим, последнее видео было с каланхоя, как я их пересаживала. Вот эти 2 горшочка. Сравните, как они подросли, что с ними стало. Вот через 3 месяца наглядно, вот вам показываю, цвет. Он очень долго развивается. Но это уже точно будет пышное цветение. За этой малявкой тоже будем наблюдать. Возможно, я потом, да, макушку ему еще отчикаю. Пока не буду трогать. Ну, вот такое видео про каланхоя, еще одно очередное. Заходите в плейлисты, смотрите. Кому понравилось, оставайтесь со мной. Подписывайтесь, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Я все равно еще раз каждому отвечу. Всем пока-пока.